Всем привет! Сегодня у нас расклад. Пришло время судьбоносное решение принять. Посмотрим, какое именно решение, что будет, если не примешь, и что будет, если примешь это решение. И сразу скажу, а то вопросы идут. Это колода, на которой сегодня работаем, это колода нейроведьмы и деда номер 4. Все 4 колоды вы можете взять на Бусти, там я загрузил макеты, которые готовы для печати. Можете распечатать себе, потому что колоды я не продаю. Я вот, как сказать, нахлынуло, да, сделать. Я делаю. Но это не коммерческие колоды, то есть не для того, чтобы продать, заработать на них. Нет, но есть огромное но. Заработать на них можете вы. Я уже видел, в Беларуси продается, а в России продаются. Вы можете взять макеты, распечатать, продавать за авторские права, не переживайте. Главное вот что, сейчас я объясню. Чтобы колоды были хорошими, никакой глянцевой ламинации. Потому что, смотрите, для тарологов вот эта глянцевая ламинация, это свет отражает, лампочки в колоде видно. Вот, например, вы сейчас смотрите на колоду, если была глянцевая ламинация, вы бы видели лампочку вместо рисунка на колоде. Поэтому матовая ламинация. И никакого софтача. Вот этот софтач, есть же покрытие. Я объясню. Колода нейроведьмы и деда номер 3, она на софтач. Вот. И ее очень трудно мешать. Вот прям, тасовать я имею в виду. Прям вот неудобно и тянуть неудобно. Поэтому простая матовая ламинация. Картон 350, матовая ламинация 125. Да, получаются такие вот массивные карты, но зато очень удобные и очень приятные на ощупь. Все, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Какое именно решение нужно принять? Это для сигнификации. Ну смотри, дело в том, что ты сейчас вот по картам по уши в какой-то херне. Вот где все орут, где все дерутся, друг другу палки в колеса вставляют. Это как вот базарная площадка, где каждый тащит одеяло на себя. А ты такая стоишь посередине с завязанными глазами и ушами, потому что ты реально не понимаешь, за кого держаться. Вот твоя проблема в том, что ты слишком долго вид делала, как будто конфликт сам рассосется. Но теперь он настолько разогнался, что нужно либо, как говорится, врезать по тормозам, либо вылететь с дороги. А решение конкретное – перестать кормить себя иллюзиями, что можно там остаться в стороне. Не можно. Ты должна выбрать сторону, найти вот этого главного козла, извини меня за выражение, который все раздувает, и сказать ему либо «да пошел ты к деду на картошку», да, картошку копать, либо «ладно, договорились». Причем хреново будет в любом случае. Тут и карты, они четко показывают. Но если ты будешь и дальше вид делать, что тебя не касается вот эти разборки, то они просто сожрут тебя живьем. Твоя задача отбросить вот этот наивный инфантилизм и признать, что тишины уже не будет. И влезть в драку с конкретной целью. Не победить, а хотя бы выйти из нее без переломов. И знаешь, твое решение, оно должно быть резким.
резким как понос и немного эгоистичным. Не ищи справедливости, ее тут нет. Ищи вариант, где тебя, как сказать, меньше всего поимеют. Ну а как ты хотела? Я говорю без прикрас, как есть. Что будет, если ты не примешь решение? Ну, если ты сдуешься, вид сделаешь, что ничего не происходит, то вот через полгода ты будешь сидеть, как сказать, в очень плохой ситуации, где тебя загонят в эти рамки, так надо, так правильно, и тебя просто душить система начнет. И неважно, семья это, работа или даже подруги, которые будут тыкать тебя носом в твою же трусость. Ты станешь как куколка заводная. Будешь делать вид то, что, как сказать, не будешь делать вид, а будешь делать то, что от тебя ждут. Потому что испугалась взять ответственность за свою жизнь. По ночам вообще паранойя начнет накрывать. Будешь видеть врагов в каждом углу, придумывать себе страшилки, что все за спиной шепчутся, козни строят. Причем это не пустые страхи, нет. Реально начнешь притягивать людей, которые будут использовать твою нерешительность в своих целях. И самое хреновое, ты будешь знать, что сама вот создала вот эту ловушку. Но уже не сможешь вырваться, потому что к тому времени ты обрастешь кучей обязательств, кучей долгов и отношений, которые как цепи. Твои вот эти принципы, они в тюрьму превратятся. А твои иллюзии в единственный способ с ума не сойти. В итоге просто в этом болоте, как говорится, утонешь и сгниешь, постоянно спрашивая себя там, а что, если бы я тогда не струсила? Но поздно будет. Время ты не вернешь. А если примешь, то сначала почувствуешь дикое вот это облегчение на душе. Будет, знаешь, ощущение, что ты наконец-то выдохнула. Это разрыв вот этих токсичных отношений, будь то там рабочих или любовных. Жесткий разговор с начальником. Ты знаешь, ты создашь свою маленькую крепость, где можно будет, как говорится, дух перевести. Быт наладишь, рубанешь все вот это лишнее. Возможно, даже устроишь маленький праздник для себя. Но где-то через месяц жрать изнутри тебя начнет. Будешь просыпаться ночью с мыслью, а вдруг я все испортила. Накручивать себя будешь, в подушку плакать. Это нормально, просто психика, она так будет откликаться на стресс. Важно не дать вот этим мыслям управлять тобой. Дров ты наломаешь в любом случае. Кого-то заденет твое решение, кто-то назовет тебя там стервой, да? Но это плата за то, чтобы перестать быть тряпкой. Вот самое главное, не беги обратно в старую жизнь при первых же там проблемах. Эти страхи, они пройдут, когда ты увидишь первые результаты своего выбора. Новый круг общения без токсиков. На работе повышение или просто чувство, что ты больше не живешь чужой жизнью. Больненько будет первое время, но это будет боль роста, а не гниения, понимаешь? Поэтому нужно будет держаться, если выберешь вот этот путь взросления. Тут мне больше сказать нечего, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки мои любимчики, поэтому будет плохо. Ну, не я же, как говорится, вашу жизнь рулю. А какое именно решение нужно принять для сигнификации? Ну, знаешь, ты белка сейчас в колесе. Крутишься на одной и той же работе в этом депрессивном проекте, который давно жрет твои нервы. Но ты тупо продолжаешь в него вкладываться.
Вот прям год за годом вкладываешь силы, время, энергию, а отдачи нет. Ни денег нормальных, ни удовлетворения. Только вот эта усталость уже хроническая, я бы сказал. И тут придет какой-то человек или предложение, которое тебя реально зажгет. Не материально, хотя это тоже возможно, да, а эмоционально. Речь про то, что ты сменишь, у тебя, как сказать, выбор сменить поле деятельности. То есть уйти из этого кладбища амбиций, рискнуть ради чего-то, что душу будет греть. Ну, не только кошелек, да, но и душу. И этот человек, он реально зажжет вот огонек в твоих глазах. Но ты тормозишь, потому что ты привыкла к своей тюрьме. Так вот, судьба тебе говорит, что хватит кактус поливать в надежде, что он станет розочкой красивой. А решение конкретное. Брось эту хрень, которая тебя не кормит и не греет. И поверь в то, что предлагает сердце, даже если это кажется там каким-то страшным, непрактичным. Ты не на помойке родилась, чтобы годами копаться в ней. Твой выбор — это между вот этим вечным днем сурка и шансом на настоящую жизнь. Не ошибешься только если, как сказать, продолжишь не тупить. Что будет, если примешь? Ну, знаешь, если будешь сидеть дальше в своей луже, да, то ничего не рассосется. Вот внешне все будет как бы нормально, если не примешь. Ты продолжишь получать свою стабильную зарплату, будешь улыбаться коллегам-гадинам, да, терпеть мужа, который сосед по кровати, и просто будешь вариться в своей зоне комфорта. Ты даже, наверное, убедишь себя, что ты счастлив, мол, крыша над головой есть, претензий к жизни нет. Но это вранье. Король кубков — это не про счастье, а про иллюзию контроля. Ты станешь как старая бабка на лавочке, которая всем рассказывает, какую крутую жизнь прожила, а сама ни разу не выезжала даже за пределы своего региона. Со временем ты поймешь, что ты продала свою страсть, продала свою смелость и все грезы за дешевую стабильность. И дело даже не в том, что ты там проиграешь, ты просто сгниешь. Сейчас ты как будто стоишь под ярким солнцем, но это не твое солнце. Это лампочка, это вот этот прожектор над тюремным двором. И с каждым годом будет хуже. Начнешь жалеть, потом злиться, потом ненавидеть себя за трусость. А тот шанс, который есть сейчас, он же не вечный. Ты же понимаешь, что такие, как сказать, такие вот шансы не валяются на дороге. Откажешься и потом будешь рвать волосы, когда увидишь, как твоя там знакомая ринулась в такую же авантюру и выиграла. Но поздно будет. Годики-то, часики-то тикают. Да и годики тоже тикают. Что будет, если примешь? Ну, прорыв ждет. Если ты решишься выйти из своего болота и вкладешься энергией в эту затею, то сначала будет страшно и непривычно. Возможно, даже придется туго с деньгами, там, столкнуться с непониманием близких тебе людей. Но вот через пару лет ты просто оглянешься назад и поймешь, что это было лучшим решением в твоей жизни. Речь о том, чтобы вот создать что-то свое. Бизнес, дело, которое вот не только деньги будет приносить, но и удовольствие дичайшее. Ты перестанешь быть винтиком без шпунтика и станешь, как говорится, директором своей судьбы. Понимаешь? Тут не про вот это может быть, да, это про железные результаты.
Ты будешь сама устанавливать свои правила жизни, сама всем управлять и плоды получать, без оглядки на вот этих дядь с мутными советами. Материально полная независимость. Эмоционально ты перестанешь чувствовать себя лошадью загнанной. И, конечно, эта дисциплина потребует никаких вот этих вот «ой, у меня апатия», «ой, мне сегодня лень», никаких вот этих поблажек себе любимой. Но игра стоит свеч. Ты будешь той, на кого будут другие смотреть и сопли ронять, потому что они когда-то упустили свой шанс. Главное на старте не сдаваться, когда будут, вот как говорится, кочки первые под ногами. Но если выдержишь, ты получишь все, о чем сейчас даже боишься мечтать. А как я тебе по-другому карты протрактурую? Фу, запутал язык. Запутал язык завязался узелком. Ну как, по-другому никак. Поэтому вперед. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. А первые две карты от сигнификации, какое именно решение нужно принять? Ну, знаешь, вот проблема, она в том, что ты как муха в паутине застрял. Вот снаружи все красиво, все стабильно, а внутри душа орет у тебя, что пора сдвинуться с этой мертвой точки. Ты погрязла в своей апатии. У тебя жизнь, я тебе расскажу сейчас. У тебя жизнь, знаешь, как вот я пошла на работу, я пришла с работы, я спать легла, я встала, я пошла на работу, я пришла с работы, серь. Серия. Новое слово «серь». Ну, то есть серая рутина. Но ты же сама знаешь, что вот этот твой якобы уютный мирок, он как молоко прокисшее. Вроде и пить можно, но уже от вкуса тошнит. Ты досиделась до точки, когда надо либо рвать пупок, либо смириться, что дальше будет только хуже. А речь про то, что наконец-то закончить эту бесконечную жвачку. Работа, где тебя не ценят, отношения, которые, вот знаешь, вот где поцелуи уже как печать. Вот как объяснить? Поцелуй не со страстью, а вот просто чтобы было. Без эмоций, безэмоциональный поцелуй. Еще дело, которое ты тянешь из последних сил просто по привычке. И тут не выбор между чаем и кофе, да, тут про то, что взять и выкинуть нахер все, что тебя тормозит, и с чистого листа начать. Страшненько? Да. Непонятненько? Да. Вообще страшно, что там за поворотом будет. Но если сейчас не рванешь, потом 100 раз пожалеешь. Ну, пожалеешь, что раньше этого не сделала. Ты слишком долго на одном месте топчешься. И притворяешься, что тебя все устраивает. А карты тут говорят, что хватит на воду дуть. Ныряй туда уже. Что будет, если не примешь? Ну, если струсишь, оставишь все как есть, медленное, мучительное болото. Вот внешне ничего не поменяется. Ты будешь также ходить на эту работу дурацкую, терпеть мудака, который тебя не уважает. Вид делать, что тебе хорошо в этой серии. Не серии. Понимаешь? То есть серой вот этой жизненной колее. А внутри начнется адская хрень. Ты будешь ненавидеть себя каждое утро, чувствуя, как твоя энергия утекает, неизвестно куда, в песок. Вот попробуй в пустыне, да,
Как будто у тебя, да, за окном пустыня. Вот попробуй в пустыне, ну или представь, вот в пустыне взять кружку воды холодной, а пустыне 70 градусов жары и вылить. Вот так ты делаешь каждый день. Ты превратишься в ту самую тетку, которая ноет про несложившуюся судьбу за бокалом там вина и ничего не делает, чтобы это исправить. А таких 99, ты оглянись. Все ноют, судьба не сложилась, не понимая, что они-то эту судьбу и сотворили. И вот эта вся серая стабильность, видимость благополучия, все это станет твоей золотой клеткой, где ты будешь, как говорится, заживо гнить. И знаешь, что самое поганое? Ты даже перестанешь злиться. Ты просто смиришься, как зомби. И с каждым годом будет только тяжелее вырваться, потому что привычка жить в дерьме, извини меня за выражение, станет твоей второй натурой. И карты вот нам прямо говорят, не примешь решение сейчас, потом уже никто не спасет, даже ты сама. Что будет, если примешь решение? Ну, первое время жестко будет. Лукавить не буду. Как будто тебя вот вырвали из теплой норки и бросили в метель. Ты будешь чувствовать себя потерянной, ты будешь одинокой себя чувствовать, может, даже пожалеешь о своем решении. Но это не конец света, нет. Это будет начало твоего взросления, независимо от того, что тебе 50-60 лет. И вот где-то через полгода ты назад посмотришь такая и поймешь, что ты наконец-то полной грудью дышишь. Все это время ты будешь собирать себя по кусочкам. Учиться слышать свои настоящие желания, а не то, что тебе навязали там другие какие-то. И знаешь, что в конце концов? Ты получишь то, о чем ты мечтаешь. Свободу внутреннюю, уверенность, ощущение, что жизнь реально тебе принадлежит. Не сразу, нет. Сначала придется пройти через сомнения, возможно, одиночество, переосмысление всей своей прошлой херни. Но когда ты вылезешь из этой ямы, то ты поймешь, что оно того стоило. Карты тут обещают не просто улучшение, а реальную гармонию, когда ты наконец-то перестанешь бежать за этим одобрением и начнешь жить так, как хочешь именно ты и никто другой. И всегда помни, что я с тобой рядом.